что, ребятушки, снова здравствуйте, огромный привет. Мы из России сейчас выдвигаемся в Турцию. Целый месяц мы прожили здесь, дома, в России. Вот, а сейчас едем домой в Турцию. Вот, жена уже пошла, я с чемоданами сапсер с собой взял в СПС-ки. Вот, ну давайте потихонечку начинать видео, да, устраивайтесь поудобнее, заряжайтесь моими эмоциями этим видео. Чаек, кофеек, запасайтесь. Вот, сейчас буду потихоньку все рассказывать, как происходит полет, что-то там изменилось, какие-то новые перемены. Вот, ну, давайте потихоньку отправляться. Тележки нет, придется это население немножко тащить. Вот так выглядит походник Евгений. Это у меня, наверное, самый большой сабборд, который только есть. Специально взял большой. Он 3 в 1, и каяк, и все. Так, на плечи закинул, и на самом деле вообще класс. Ну, может взять поменьше для серфовых досок. Посмотрим. Может, влюблюсь, буду много разных досок иметь. Так, идем потихонечку на регистрацию. Атмосферу вам в аэропорту. Сейчас нас что-то стали пугать у нас. Начало августа. Скоро день рождения будет. В Турции отмечать, все увидите, обязательно смотрите. И пугали, что маски начинаются, ограничения, но вот в аэропорту никакие маски не требуют. Так, и мы всем нашим составом практически. Никита, привет. Полина, я, Жень, Машков, знает, наверное, Жанна там, кто-то это узнает. Мы на самом деле немножко лоханулись и приехали сильно заранее, за 4 часа. Перепутали что-то и очень рано выехали. Ребята, если вы хотите полететь к нам в Анталию, вы потерялись в аэропорте, вот вам. Да? А, вот вам карта, пожалуйста. Да. Кушать нет, Полет, медпункт, кушать нету. Мечеть как раз. Кушать медпункт, когда нет, это таким крестиком. И мы настолько заранее приехали, что у нас написано, что у нас 91-94 стройки. Мы туркишами летим, но сейчас там Азур. То есть у нас, видимо, дальше регистрация не открыта. И предварительной регистрации тоже не было. В общем, настолько заранее летим. Если кто вдруг не знает, мы летим к себе домой, в этот раз не в отель, в квартиру, которую мы купили. Также сейчас параллельно вместе со мной несколько дней. И уже передо мной прилетели несколько наших подписчиков. Вот, мы там с ними будем встречаться, будем кататься, смотреть квартиры. Поэтому, если кто тоже хочет, друзья, прилетайте, я с удовольствием вас встречу. Мы там вместе с вами поездим, посмотрим квартиры, повыбираем. Вот, и что-нибудь вам обязательно найдем. Потому что квартир осталось, конечно, мало, но хороший вариант все равно можно найти. В общем, регистрация у нас там, где Азур сейчас, а попозже будет там Туркиш. Хотя сейчас только Туркиша там. Сейчас все меняется. Хотя даже тележку пойду, но не пойду, вроде бы рядышком, но не так уж и тяжело. Смотри на это, красавцы. Гидрофорс линейка, это Best Ways, кто не знает, делает, как бассейны делают, которые я снимаю. На обзоре у меня очень часто были много видео, вы их любите. И также вот Гидрофорс делают для водного вида спорта. Но мы с вами обязательно доберемся до моря, там все распакуем и сделаем. 3 в 1, я говорю, сапборд, каяк. И еще можно виндсерфинг туда воткнуть, парус, и прям вообще будет супер штучка. Так, ну что, мы зарегистрировались на рейс. Все даже более чем удачно, чем могло быть, потому что мой этот сапборд прошел просто как чемодан. Просто как габаритный чемодан, и все. То, что он до 20 килограмм, хотя я туда напихал еще ласты, матрасы, все там только нету. Короче, там много всего. И вес до 20 килограмм. В общем, я туда напихал по максимуму. И все равно все прошло. Хотя мы вчера звонили и оформляли как спорт-инвентарь. $30, 30 евро у них стоит. Вот, ну, сказали, и так проходит, что, зачем платить, в общем, отлично. И по перевесу у нас должно быть, Коля там зовет, сказать, что ты хочешь, что за... Ребята, смотрите папин видео, и у нас там куча видосиков, и не забудьте ставить лайки. А Коля правильно сказал, да, не забывайте ставить лайки, поддерживать видео, я вам совсем забыл об этом сказать. Вот, и заходите в плейлист, там смотрите все видео «Жизнь в Турции». Да, все видюшки по порядку. Вот, в общем, поддерживайте, монетизации, знаете, нету. Все снимаю вот так вот, чтобы просто вас заряжать позитивом. И по перевесу я говорил, да, у нас был небольшой перевес, 21 с чем-то был самый большой чемодан. Ну, ничего даже не сказали, хотя ограничение 20 килограмм. И не суммируется, независимость даже есть. Причем каждый раз все равно надо звонить и уточнять, какие моменты суммируются, не суммируются. Всегда все по-разному у всех перевозчик. Так, и вот я сейчас просто свой сапборд принесу сюда, вот где оформление негабаритного багажа, оставлю его, и все. Так, все отдал, все, ничего больше делать не надо. А здесь все, кстати, можно сдать тест на ковид, 2500 рублей. И вот хотел вам сказать, что при регистрации не надо сейчас никакие тесты сдавать. То есть, когда вы летите в Турцию,
какие-то ПЦР-тесты сдавать не надо. Неважно, сертификат у вас, там не сертификат, год, вообще ничего не надо. Пока что на данный момент. Начало августа. Потом, не знаю, вдруг что изменится. Ну, лучше пускай так остается. Меньше хлопот, меньше забот. Так, ну что, ребята, мы уже прошли все контроли. И практически прошли. На последнем контроле, где обычно я рассказываю про то, что воду не забирают, воду реально не забрали. Мы прошли, но получилось так, что я уже в начале аэропорта вышел обратно через все паспортные контроли, все, меня выпустили. Жмите паузу, пишите, кто думает, что случилось и вообще что могло произойти такого, что я вообще как бы один вернулся обратно. Может, я не улечу. Жмите паузу, напишите. Давайте такой интерактивчик небольшой. Я вам сейчас все расскажу. На самом деле все в порядке. У ребенка были с собой пистолеты Nerf, 3 штучки, 2 больших и 1 маленький. И сказали, что любые вообще похожие какое-то оружие на ножи, на пистолеты, любые вообще игрушки, там, на эмуляции вообще запрещены к перевозке. Даже забрать нельзя, ничего. Естественно, ребенок слез. Я сказал, что нет, пойду как-то решать. Выпустили меня обратно своим этим паспортом посадочным. И стойку бы мою найти, там кто-нибудь заболтался. И сказали, попробуйте достать багаж. Сейчас пойду, попробую, как мы все из багажа дали. Сейчас попробую достать. Все завязал, поэтому с собой всегда берите какую-то сумочку, какой-то рюкзачок, чтобы, ну, тут еще, потому что пакет нельзя было. То есть именно надо было вот сюда, вот куда-то запихнуть. Кто помнит, какая у нас стойка была, не? Еще посмотрим, что сейчас будет. Блин, первый раз такое. Мне сказали, читайте предварительно правила прохождения контроля в вашем как бы регионе, там, где вы проходите, там все написано. Мы как бы вообще даже никогда в жизни столько летаем, такие заядлые путешественники, такой первый раз, просто вообще неожиданно. Вообще самая главная задача еще будет, вот, по-моему, здесь. Так, ну вот, добро идет. Наклеили сушку такую, бирку, чтобы как этот оформить. Это я уже аж дар речи речился, честно слово, потому что такое реально неожиданно как-то вообще все. В общем, не как багаж пойдет, как не габарит, сказали отнести туда, где не габарит, куда мы сдавали отбор. Туда же сдам эти пистолетики. Завязал вот так вот, поэтому берите свою сумочку, чемоданчик какой-то маленький, не знаю, там что-то такое, да, вот. Видите, Queen's Park Ля Жардин в этот раз нас выручил. Я всегда пихаю, у меня там еще и рюкзак есть, и этот, поэтому как путешественник я всегда говорю, то есть у вас в сумке должна быть еще какая-то легкая сумочка или легкий рюкзак. Всегда нужно, если вдруг какой-то перевес, вы большой рюкзачок достали свой, который положен там, туда положили детский маленький и еще кучу вещей напихали. Все. Ну или пакет какие-то, в любом случае всегда должны быть мешки какие-то. Берите. Но не черные. Все, в общем, сейчас сдаю на габариты и обратно туда. И вот еще большой плюс — приезжать заранее. То есть, если мы приехали заранее, мы справили все сделали. Если мы сейчас у нас время было бы уже ограничено, ну, блин, что ж бы бросить, там, ребенок в слезах, это нерфы, они как бы, ну, не дешевые такие. И вот только одну перед вылетом купили, патроны там все, и еще у него было, он с собой взял. В общем, вот такие вот дела. Такое у нас путешествие в аэропорту. Я спросил, да, часто такое бывает, что пистолетики отбирают и приносят? Он говорит, да, вообще постоянно. Друзья, все имейте в виду, запомните. Пистолетики, просто откройте, почитайте правила. Я сам на самом деле сейчас открою, почитаю, может быть, много чего полезного будет. Хотя Жанна нам говорила, не тащите с собой, не тащите. Ну, что-то как-то положили, ну, пластмассы, да, ладно, все, я заново пошел сейчас проходить. Кстати, да, мне поменяли посадочный, мой порвали, спросили, один я выходил, и дали новый посадочный. Такая какая-то система, то есть посадочный пошел, уже второй раз по нему не зайдешь. А, да, и по перевозке $10 000 на человека можно перевозить. Вот зеленый коридор у нас, если не декларировать. А, по-моему, сейчас даже декларировать уже больше нельзя. То есть тут так вот. Но купить способы квартиру они есть. Легально, официально, все. Пишите мне в ВК, в Инстаграм, пишите, кто хочет купить квартиру. Я вам все расскажу, прилетите, все покажу, все как есть. И до вылета еще как бы некоторые моменты уточним. Я вам тоже расскажу, как там с деньгами правильно быть, какие банки делают переводы, какие работают. Все, я пошел. Теперь уже точно все проверки пройдены. Вот не забрали. Никит, ну что ты, не держи. Пистолеты доедут. Да, пистолеты доедут в целости и сохранности. Так, ну и добро пожаловать в зону Duty Free. В этот раз будем затариться по полной, у меня день рождения. 8.08. Кто знает, какого года. О, Red Label, смотрите, гигантская бутылка. 3 литра, 75 евро. Сейчас пойдем погуляем, с вами поснимаем что-нибудь. Valentine's, мой любимый, 23 евро. Когда мы улетали из Турции, он 16 стоил. Блин, в России даже Duty Free все дороже. Так, шампусик 17 евро.
Смотрите, мой любимый Каптен Морган, 23 евро. Золотой, 24 черный. Вот если две покупаешь, у тебя 20% скидка будет. Так, Бакарди 20 евро. 23 евро. Я вообще дешевле. такой не пью, потому что он как ацетон стал. Так, текилку кто любит? 30 евро. Альмека. Так, смотрите, Джим Бим. Любителям бурбона 31 евро, а вот медовый 21 стоит. Видите, какая скидка. Опять же, еще если две покупаешь, тоже будет скидка. Смотрите, появились какие-то iMask. Apple, походу, Кто выпустил. знает, что такое iMask? Apple, походу, А, выпустил. установка одноразового фильтра какой-то. Что это такое? Что такое? Короче, Apple Apple выпустил. все придумал. Так, что вам еще показать? Пишите. Я в следующий раз поснимаю что-нибудь еще есть. Какие большие бутыли есть. 73 евро за 3 литра. 75 евро, 144 за Black Label. 75 у нас Red Label. А, знаете, что хотел узнать? Какой курс? Потому что курс здесь всегда отличается от настоящего. И вот она фишка русской стороны, где тебе обдерут как хлеб. Смотрите, курс у нас сейчас 61, да, рублей за 1 евро. Знаете, сколько курс в Duty Free? 75 рублей. Мать его, вы что, вообще охренели? Ну это что такое? Я вообще считаю, что несерьезно, вообще даже покупать ничего не буду. Там в Турции в аэропорту прилечу, там куплю лирами, расплачусь на кассе, будет выгоднее намного. Ну единственное, только шампанское куплю, потому что, по-моему, в Турции шампанское какая-то беда. И в Дютике там, по-моему, тоже шампанского не было. Сын мой говорит, блин, у меня что-то, я вообще просто, я вот не знаю, куда ни ткнись, в какую сторону. Так уже смотришь на курс, такой раз переводчики забиваешь, такой, так, сколько там у нас шампусик стоил? 17 евро, да? У меня есть такой переводчик, конвертер. 17 евро, вот так, 1000 рублей, ну нормально. Если по 75 посчитаешь, еще плюс 15 рублей каждому евро накидывают. Ну и мы отправляемся в нашу любимую кафешку Пицца Паста. Кстати, Муму открылась. Блин, сколько лет оно как ковид ушел, закрыто было, и сейчас опять открылось. Ну, может, сюда нас так это здесь понравилось, что мы здесь теперь тоже. Вот я вам по ценам здесь покажу, что изменилось. Маргарита 520 рублей, 4 сыра 820 рублей. Ну еще ставьте на паузу, чтобы вам все не перечислять. Цезарь 650 рублей. И здесь мне нравится, что есть завтраки. Вот яичница с беконом и тостами, очень вкусно, 350 рублей. Омлет есть, каша, сырники. Сырники что-то дороговато. Творог дорогой, видимо, я яичницу. Так, тут много чего еще есть. Такие напитки, такие напитки. Чай. Чай 400 рублей. Фреш 460. Берандас есть, кто любит. Жигули 430 рублей. Сегодня все не так. Мы ушли с этого кафе, я вообще злой как собака, ну причем целый. Сказали, завтра в 12:30. Я говорю, где написано, что завтра в 12:30? Он говорит, я вам сказал. Я говорю, ну сказал, оставайся здесь. В общем, ушел. Я просто сказал, все, остаем, не буду здесь сидеть. Пойдем в Муму. Там, может, что позавтракаем. Муму пойду или шоколадницу мы сейчас поищем. Где найти что. Так, ну что я вам хотел, знаете, что еще рассказать, что мы в Москве месяц прожили. Сейчас что вам хотел рассказать, потому что многие будут спрашивать, сколько стоит. Мы купили билеты. Вначале у нас билеты были Red Wings, 95 тысяч на 4. Но мы потом их сдали. Мы теперь всегда берем возвратный билет, переплачиваем. И чтобы подороже было, но всегда, что можно было вернуть. И каждый раз убеждаем, что это правильно. И потом за 130 где-то на 4 взяли туркишами. Вот. Во-первых, лететь быстрее. Вот. Сколько там, 4:15, по-моему, да, лететь. И кормят в самолете. И попозже даты, потому что я не успевал все дела сделать, жена тоже не успевала все дела сделать. Стараюсь максимально сюда делать. Ну и вот я к чему говорю, что мы месяц прожили в Турции. Слушайте, вот мы в Турции жили до этого полгода, там, да, с выездом на один, по-моему, на несколько недель. Я там ни разу вообще не пил таблетки от головы. Здесь я их просто постоянно пил, просто мы прилетели. Здесь был 31 градус, а против там ближе к 40 турецким, и мне здесь было намного тяжелее переносилось, чем в Турции. То есть 31 по Москве, это очень тяжко по сравнению с 40 градусов в Турции. 40 градусов я ходил, вот просто летал, бегал по тому, там, квартиру показывал, вообще просто вот, ну, как бы нормальный, на солнце там и все. Здесь все, 31, я прям приехал в офис, поднялся, сел такой, я понимаю, что мне нет сил даже работать, хочется просто сесть куда-нибудь, завалиться и ничего не делать. Ну, в общем, тяжко, очень тяжко себя чувствовать в Москве. Но мне кажется, это все, конечно, связано с экологией или с возрастом. И, конечно, по ощущениям, мне вот прям буквально все, вот первую неделю я там свои дела поделал, я очень хотел в Турцию, прям вот очень искренне, прям вот, не знаю, мне там больше как-то нравится, чем здесь.
Ну, комфортно. Ну, конечно, море, там, погода, солнце. Хотя здесь тоже солнце. Здесь не солнце дело. Просто, видимо, по атмосфере, по ощущениям. То есть, как бы, Турция, она мне ближе. Потому что кто-то говорит, что там сейчас жарко. Я в 41, я, грубо, бегал, вообще мне просто не жарко. Ну, сейчас прилетим, посмотрим, что с погодой. Сейчас, вроде, даже пожарится. Атмосфера в аэропорту такая свободная, непринужденная. Ну и потом по ценам, конечно, если кто не смотрел, было видео одно с России, прям целый месяц я сделал один ролик часовой, обязательно зайдите, посмотрите, там прям в плейлист или в предыдущее видео на канал, подписывайтесь, заходите в видео и смотрите там все видюшки. Цены меня очень сильно огорчили, вообще просто вот мы 3 месяца, там 3,5 отсутствовали, и по ценам просто, я прям очень расстроен, рыба 2600 рублей, семга, и то не слабосоленая, а просто вот холодная. Лежит на прилавке в Ашане, причем в эконом-класс магазин, да, валяется. Ну, блин, и на все так вот, вообще просто цены космические. И в кафе я на все сравнивал, то есть, ну, вообще просто беда. И кукурузу какую-нибудь вареную съесть, еще что-то. Очень большая разница в ценах, прям в 3, 4, в 5 раз, ну, прям неоправданно дорого. Там киндер, колу, ну, все что угодно смотришь. Не знаю, мне... Я не понимаю, откуда такой бешеный рост цен в России, честно говоря. То есть я понимаю, что там идет логистика. Одни прибавили, вторые, третьи, как бы, ну, неоправданно вообще высокие цены на Россию. Вот просто нельзя так. Кто со мной согласен, напишите. Я не жалуюсь, не ругаюсь, ничего, просто, ну, как бы вот сравниваю и говорю то, что есть. Даже сейчас пример, да, зашли в Duty Free, блин, 75 курс против официального 60. Ну, как так? 3, 1, 5, Все поле так радуется. У нас посадку объявили. Так, еще немножко осталось. Посадка начнется. Меня многие еще спрашивают о том, что сколько стоит квартира. Ребят, цены на квартиры очень разные в Турции. Вот, и поэтому сейчас я буду оставлять ссылку под видео на телеграм-канал еще, куда выкладываем какие-то последние объявления, да, реальные. Причем, прошу заметить, что в интернете можно такого найти. У меня вот некоторые подписчики прислали мне объявление на Авито, причем на русском. Там за 50 тысяч от Кипези, такое обалденное предложение, 3 там плюс 1, новая квартира. У тебя 2 Скинул, мы посмотрели, ну, естественно, за такую цену бесплатный сыр, только мышеловки. Поле, у тебя такой рупор громкий, что вообще, мне в твой рупор. Короче, дом без искана, без документов, такой дом может или под снос уйти, или вообще с ним потом ничего не сделать, не продать. Такие объявления, конечно, брать нельзя. Мы там выкладываем все реальное, все объекты, поэтому заходите, смотрите, и так вот хоть по ценам будете примерно понимать, то, что там. Посмотрите, и дорогие квартиры, подешевле есть квартиры разные, в общем, все тоже там выкладывать. Под видео ставьте информацию. У кого этих нету мессенджеров, можете на почту мне писать, я тоже там сейчас там оформляю, оставляю. Кстати, ребята, если вы проголодаетесь здесь, тут вкусный ресторан и там пицца есть. Который меня сегодня расстроил. Я сегодня ничего не ел. Короче, кофе только выпил в Муму, и все, здесь ничего есть не стал. Прям расстроил меня этот мужчина, этот ресторан, что оставили меня без яичницы. Вот, но сейчас туркишев надо будет кормить, я вам поснимаю, что там дают. Смотрите, сколько у туркишей вылетов. Сейчас идет посадка, потом 14 наш, потом 14:10, 14:15. Одни туркиши все купили, потом еще в 3 часа в Стамбул, в Анталию. Представляете, сколько рейсов подряд. А вот один даже задержан, обалдеть. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рейсов подряд. Туркиши прям в Анталию все. Смотрите, сколько едет туда народа. Кстати, кто обратил внимание, как я оброс. Я последний раз стригся в Турции, 1,5 месяца назад. Я не стригся. Почему вопрос? Потому что там хорошо стригут, цены недорого. Сколько у нас? 100 лир, по-моему, стрижка была. Это 500 рублей. А хоть 300 с чем-то рублей на наши деньги. Ну не в этом дело, просто там очень хорошо стригут. А в Москве я уже мастер всего потерял и буду там стричься. Хорошо, что мы через месяц полетели, через полгода, иначе вы меня с волосами увидели. Так, ну все, очень, кстати, живенько идет очередь. Вот видите, как прям раз все загружается, только вроде открыли, уже прям оп-оп, все залетают. В прошлый раз, когда там за прошлый раз мы бежали, опоздали прям практически буквально 2 секунды на победу, поэтому теперь мы заранее ходим. Нельзя не опаздывать, это очень обидно опоздать, покупать себе новый билет дорогущий причем. Давайте вам хоть покажу кусок самолета, потому что мы по трапу, я люблю на автобусе, чтобы было атмосферу видно самолетную. Самолет у нас будет 3. Экранчик у нас нету здесь, но зато есть наушники. Поль, покажи, какие наушники дали. Такие. Только они запутанные.
Можно радио, наверное, Папа, послушать. откуда, здесь. пожалуйста? Откуда? Сейчас откуда? Ну что, мы уселись. Сына там, я здесь. Мы с ним потом поменяемся. Так получится. Смотрите, мы полетим на Airbus 321-200. Давно я не снимал, да? Правила безопасности, которые обычно никто не смотрит. Телеков нет, но так кресло очень удобно, откидываются. Посмотрим, попозже, может быть, радио появится. Вот наушники вставляются, здесь каналы переключают. Удобно тебе? Давай, сиди. Странно, почему здесь нет русского языка. Вот мы попросили водичку. Сказали, суварма. Нам столько всего ответили на турецком, что мы даже не поняли, мы такие профессионалы. Кстати, экранчики откинулись, и там показывается правила безопасности. Смотрите, под таким наклоном мы сейчас залетаем. Вот сейчас поворачиваем. Видите, камера, она держится четко уровня земли. Давно я что-то не снимал на Osmo Pocket 2. Камера хорошая, да, и с микрофончиком. Тоже хорошо слышно должно. Так, как я ждал этого момента, потому что я ничего не поел в аэропорту, я ужасно голодный, и этот момент настал. Вот здесь вот нас Turkish Airlines кормит вкусным обедом. Здесь у нас вода, здесь какой-то десерт с шоколадной крошкой. Здесь у нас салатик. С чем там? Салат с баклажанами. Смотрите, как аппетитно выглядит. Так, это у нас булка. И здесь у нас мясо с рисом. Выглядит очень аппетитно. А еще на выбор была макароны. А были макароны. Вот такие вот. Никита себе выбрал макароны с томатным соусом. Ну и можно взять вино красное или белое, или баночку из города Эфес, пожалуйста. Всем приятного аппетита. Но обалденно вкусно, а потом еще можно чаек или кофеек под десертик, вот так вот. Просто райское наслаждение. Полет проходит незаметно в такой компании. Так, если кто вдруг не знает, как мы летим, мы вот так вот летим через Европу. Оп, вот так вот. А Россия, когда российский самолет, они летают вот так. Получается на час дольше. Так, 4:15, а вот так вот 5:15 получается. Так вот я вам на экранчик снимаю издалека. Коля, лайки, все, фреш. На, тебе, оп, от меня настоящий. И от всех зрителей настоящий. Жмите, друзья, не жалейте. Мне тоже не жалко. Подписывайтесь, пожалуйста. Детские мультики насмотрите, там каждые 5 минут об этом говорят. Потом выдают детишки. Скоро прилетим уже. Ну, полет незаметно проходит для меня, что 3 часа лететь, что 5, что 12 ногу, мне вообще без разницы. Там на YouTube накачал, на премиум, и сохранял видео. И все, летишь, отдыхаешь. Где-то спокойно, главное, сидят, тоже играют, кушают. И все.
Так, ну вот у нас там площадка внизу. Мы недавно только улетали. Кажется, был только вчера, прошел целый месяц. Целый месяц в Москве это очень долго. Кто-то вот уезжает сейчас и думает, что кто-то только прилетает. Помните, я прям здесь же шел и об этом подумал. Прям как мои мысли конфигурировались в одной точке. Ну вот это мы сегодня только прилетели. Вот улыбка до ушей уже. О, здесь вообще все свободно. Смотрите, никого нету. Ну что, контроль прошли. Спускаемся вниз за чемоданами. Несколько рейсов подряд, они как вылетали, так и прилетают. Но видите, на паспортный контроль народ немного. Как бы в ленте 80 рейсов. Там тоже вон одна лента, вон вторая. Здесь вы смотрите, оп, свет, пожалуйста, включили, чтобы лучше видно было. И определяете по номеру рейса, где ваши ленты. Ну мы как. Главное не алкоголики, сразу заходим. Смотрите, здесь Valentine's на сколько стоил? 23-24 евро, здесь 18 евро, причем курс должен быть нормальный, будет не 75, а я думаю 60. Ну плюс какая-то конвертация минимальная, то есть видите, скидочка 15. Так, шампанское, видите, есть. Асти 15. Просека 14 евро. Какая разница в цене, да, еще курс нормальный, все, если вообще надо затариваться сразу на день рождения. Давай, Жан, тележечку нагружай. Здесь можно сразу прийти к сканеру и увидеть, сколько у вас долларов будет, сколько в лирах. Вот сейчас курс лиры 18, а здесь сейчас 19. Тут чуть-чуть больше, на половину лиры. Вот России жалко не показывает. Все равно это будет дешевле. Вот смотрите, я как забиваю вот эту программку к себе, да, конвертер 18 евро, да, допустим, стоит. Это 1100 рублей, и я всегда могу прибавить чуть-чуть небольшую конвертацию, то есть там 1200, и будет реальная цена, то есть со всеми конвертациями, то есть плюс какой-то процент идет. Ну, то есть это, блин, намного правдивее, чем у нас в России. Так, кто помнит, сколько у нас Джибим стоил? 29, да, евро, здесь 15,7. Вообще обалдеть. Но, единственное но, которое я забыл, один взрослый человек, одна бутылка литровой крепкого напитка, либо такая, пожалуйста, и 2 бутылки шампанских на одного взрослого, на детей ничего взять нельзя. Так, вот поэтому купили шампусика на день рождения, 4 бутылочки. И одну бутылочку я себе взял, ромчику и одну в подарок. Бурбончику. Привет. И все, идем за багажом. Получать здесь есть exchange, раз курс здесь плохой. Вот, менять нужно в городе, а лучше вести просто карты мировские любого банка, лучше Тинькофф, он лучше все работает. И им уже расплачиваться, все нормально, курс, нормальная конвертация, плюс снимать можно банкомат. Я буду все показывать в видюшках. Так, вот он мой сабборд. Приехал, малыш мой. Самое главное, что мы ждем? Мы ждем Никитины пистолетики. Доехали, только чуть-чуть зачумазили тебе их. Ну сейчас согласен, главное доехали. Мы сейчас ждали дольше всего. Держи свою самую долгожданную посылку. Вот еще чемодан хватай и поехали. Действительно, как местные жители нагрузились. Здесь у нас симки продают. Но здесь дорого, сразу говорю. Самый бюджетный вариант — это в магазин БИМ заходите с копией своего паспорта, с датой въезда и делаете там симку. Если нет, ну то в другую Турцию, куда угодно, просто в городе. Банкомат Зират, видите, здесь все стоят. Можно с карты МИР прям сразу снять. Еще банкоматик, вон тот еще дает. Комиссии везде одинаковые, практически нет. Вот, ну. В общем, вот так вот. Все, видюшку вам покажу. Все, welcome to Antalya, наш любимый надпись. Сейчас здесь надо на обложечку сделать фоточку. Нормально, ничего не жарко. Отличная теплая погода. Да, все лайк показали. Ну здесь же я и сделал фото на обложку. Я записываю видео, потом вырезаю кусочек. Самый лучший вариант. Сказала, будет чемодан. Вот так, кому-то цветочки встречаю. Сказала, чемодан будет. Погода на самом деле класс. У нас вечерок, он только что там закатик пропустил чуть-чуть. Но мы туда не идем, если что, вы по отелю приехали, вам на стойку туда и дальше на трансфер. Мы домой на частном трансфере. Так, ну на самом деле, ну поскольку вечер не очень жарко, но влажность ощущается. Так немножко душноватая атмосфера. Ну нормально, мне вообще пока. Надо в шортах обязательно приезжать, желательно в легких прям, или переодевайтесь в аэропорту, или в самолете. Легкой майкой, шлепки обязательно, все это выйти сразу вообще, как будто на пляж пришли. Все, мы грузимся и едем. Так, машина большая, все поместилось. Нет, я с собой возьму.
То добро пожаловать. Не ждать? Я вас заждал. Baby bus. Так, ну что, ребятушки, вот мы и добрались. Полчасика езды, и все, мы дома. Ой, красота какая. Горы. Время у нас уже 8:30. Ой, бассейн мой любимый. Ой, я прям сейчас туда бы и занырнул. Сейчас в шортах прям. Телефон выложил с камерой. И туда. Сейчас вещи кину, на самом деле, пойду занырну. Горы наши любимые. Ой, как я скучал. Ну как будто никуда не уезжали. Ой, довольный, как слон. Просто у меня скулы заболели. От улыбки эти цикатики наши стрекочи. Ну завтра пройдемся, прогуляемся. Гранат должны поспеть, все должно поспеть. Сейчас домой. На кондей включить, наверное, там тепло. Счета за электричество, за воду я уже все оплатил удаленно. Зашел, смотрел в банк. Данные все оплатил. В один лифт мы не помещаемся. Я еду отдельно. Вещей наставили, не пройти. Кушать ничего нет, да, сейчас поедем в кафе, когда уезжаем, закрываем роль ставни. Сейчас все открыли. О, мой любимый вид с балкона, как я по нему скучал. Ой, красотишка какая. Это мандрей. О, аромат безумный потрясающий. Вообще, знаете, как приезжаешь в первый раз в отель и прям вдыхаешь эти пары ментола и эвкалипта. Куча хвойных деревьев. Так, ну естественно, мы дома не сидим, сразу же на набережную, в Кони-Алты гулять, кушать самое главное. Ну, не может быть, немножко тусоваться. Food and Boss, кафешечка. Сейчас сюда придем, здесь детская комната есть, и музыка играет, и корм вкусный есть. Что, рядом есть море. У меня с собой в сумочке плавки сразу, с пакетом. Я всегда с собой беру плавки и камеру, вот как в Турции. Ой, ну как я рад, просто, у меня эмоции просто бомбят вообще. Смотрите, какая тут голограмма. Не знаю, как у вас на видео будет, но здесь она прям как будто живая. Ну, с дорожки, пивка холодненького, вот так вот. С приездом! Ура! Мы добрались наконец-то! Киева рекой. Есть такая детская комната. А тут и есть. Класс. Слушай, все пугались, что так жарко будет, на самом деле вообще комфортно. Я уже адаптирован после Москвы. Так вот сели за столиком. Очень классно. Музыка играет, море видно. Пойдем. Заказали креветочек вкусных, наггетсы, картошечек фри, бургеры, наггетсы, очень много всего. И это, как его называют, лапша удон с креветками. Всем приятно. Я так соскучился по этой еде, это так вкусно вообще. Так, давайте немножечко у нас подсветочкой покажу, что вкуснятина, тут темно уже. В общем, это все очень-очень вкусно. Ну, конечно, немножко раки чалга. Так, ну что, друзья, все, мы досидели, доужинали. Если это конец видео, огромное вам всем удачи, как всегда. Спасибо, кто досмотрел до конца. Не замечайте никогда мелочи, держитесь солнцем, морем, красивым вкусняшками. Огромное вам всем удачи, как всегда. И пока. И спокойной ночи. Всем спокойной ночи, ставьте лайки.